Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на очередной отремонтированной квартире пятикомнатной дюплекс. Дюплексом сделали ее мы, то есть второй этаж данной квартиры был построен нами. В этой квартире есть 5 комнат, включая большой зал, 3 санузла и парилка. Кому будет интересно, посмотрит данный видеоролик до конца. Есть о чем поговорить, рассказать и что показать. Поехали! Кухня у нас сделана таким образом, что здесь встроена в мебель вся нужная техника и оборудование. Здесь у нас встроенная духовка, здесь шкафчик. Опять шкафчик, вот это шкафчик, здесь шкафчик, здесь шкафчик, здесь шкафчик, здесь шкафчик, здесь шкафчик, здесь шкафчик. И особое внимание обратите на расположение мойки. Отсюда открывается очень красивый вид на парк и озеро. Подсветка кухни, включающая с пульта. Встроенный холодильник, двухкамерный, опять же все рассчитано четко, ничто не выступает. Мини-бар даже сюда влез. Здесь у нас рассчитано место под обеденный стол, красивые бра, дополнительное освещение на потолке. И кухня от зала у нас разделяется вот такими вот раздвижными дверьми складными, которые занимают очень мало места, у них даже шумоизоляция присутствует. Вот сейчас у меня практически не слышно. То есть плюс от них уже в любом случае есть. И места много они не занимают при открытом положении. Зал, как вы видите, зал у нас очень большой, здесь у нас теплые полы. Желание нашего заказчика воссоздать атмосферу в квартире дома на земле. Эту атмосферу создает нам данный камин. Это настоящий камин, не муляж, на дровах в квартире. Мы даже его проверяли. Облицован данный камин керамогранитом. Все очень четко подогнано, красиво. Еще раз, мы находимся в зале, чтобы вам было понятно. Здесь вход в квартиру, здесь санузел номер 1, там кухня, там у нас спальня, гардеробная, санузел номер 2. Там находится детская 1, детская 2, и здесь у нас лестница на второй этаж. Пойдемте в спальню. Спальня, гипсокартонные потолки, красивая рама над кроватью, вставочка, в рамочке нужные бра, спрятанный карниз, и поехали дальше. Ванная. В данном санузле у нас душ-кабина со встроенным трапом, столешница нами сделана, потом на заказ были сделаны ящики выдвижные, унитаз. Здесь у нас прячется еще один шкафчик такой уютный для полотенец и полотенцесушитель. Очень красивое зеркало. Поехали дальше. Гардеробная. Здесь у нас размещены нужные шкафы под обувь, под вещи. Искусственное окно в потолок с дневным светом. Красивое зеркало, чтобы заказчик видел себя во весь рост. Очень большое зеркало. Поехали дальше. Пойдемте во второй санузел. Здесь как включается свет. В первой зоне автоматически включается подсветка под экраном ванны. Тут у нас встроенный люк-невидимка для ревизии. Мы его закроем обратно. Здесь у нас тоже встроенные шкафчики нужные. Ванна со стеклом. Еще дополнительно с вот такой вот хромированной штучкой красиво украшает край ванны.
Тут у нас та же самая конструкция, только уже плиткой облицована, тоже шкафчики выдвижные, подвесные унитазы, биде. И опять красивое зеркало с подсветкой. Пойдемте в детскую номер 1. Данная комната сделана для парня. Здесь у нас встроенный шкаф вот с такой вот перегородочкой для усиления конструкции. Здесь просто дверцы и разделяющие перегородки. Очень красиво. Здесь у нас кровать. Тут подсветка для чтения книг. Здесь у нас мини-спортгородок, радиатор. Тут находится у нас зона для компьютера. Тут столик. Он держится только прикреплен в стенку и нужные полочки. Очень все четко рассчитано, красиво и уютно. Пойдемте в детскую номер 2. Данная комната у нас сделана для девочки. Цвет здесь такой теплый, тот же шкаф встроенный, кровать. Здесь у нас в квартире, хочу обратить внимание, что у нас сделаны все стены под покраску и потолки. Обои у нас местами вклеены только в рамы. И пойдемте на второй этаж. На лестнице обратите внимание на мини-светильники, которые освещают каждую ступень. Перила у нас сделаны из кованого металла. И здесь, в данной зоне, мы видим красивый декор на стене. На втором этаже у нас кабинет, спальня, гардеробная, санузел, кладовая. И тут у нас выход на террасу. Пойдемте в кабинет. Здесь у нас встроенные шкафы, нужные розетки, компьютерные, радиатор и диванчик. Также обратите внимание, там у нас карниз спрятан за гипсокартонной конструкцией. Пойдемте в спальню. Здесь у нас также встроенный шкаф, диван, бра, люстра, телевизор. Опять же спрятанный карниз в нише. И радиатор. Пойдемте в гардеробную. В гардеробной у нас стиральная машина, нужная полочка, там открывающееся окно, потому что здесь будет и мини-сушилка, и здесь у нас прячутся коллектора для отопления на втором этаже. Пойдемте в третий санузел. Здесь у нас все как обычно: ванна, разбегающееся стекло, полотенцесушитель теплый, унитаз, раковина и потолок подвесной с LED-подсветкой по периметру создает ощущение парящего потолка. И изюминка данной квартиры — это парилка в квартире. Все сделано натурально, из натурального дерева. Единственное, конечно, она не на дровах топится, а электрическая. Ну что, я пошел отдыхать, я уже парюсь, включайте. И здесь у нас кладовое помещение, щиток и размещение Wi-Fi роутера. А здесь у нас выход на террасу. Поднимающиеся ролеты. И, возможно, будет у нас еще и свет. Нет света вообще. Видно пол. Опять же, кабинет пола. И здесь выход у нас на террасу. Вот такой вот вид у нас открывается на улицу. Весь город просматривается. Это последний этаж. Здесь, как вы видите, выход на крышу. Все это помещение было изначально крышей. Весь второй этаж был построен нами, спроектировано и построено нашей компанией. Все, что вы здесь видите, это все сделано нашей компанией.
Мы построили перегородки, соответственно, сделали крышу. Как видите, сейчас происходит планировка перегородок, то есть размещение комнат всех помещений. 2 спальни, гладильная, ванна. Здесь у нас будет лестница, которая будет подниматься на 2-й этаж. Внизу, собственно, находится квартира, которую человек приобрел. Вот, собственно, наша постройка, которую мы построили. Здесь у нас будет дворик. Да, кстати, который мы поднимаем материал. Как я вам говорил ранее, это последний этаж. То есть, таким образом мы экономим деньги заказчика, поднимая материалы нашей лебедки. Двери. Фасад мы один в один скопировали, как сам дом построен, ничем не отличается, то есть как будто эта постройка здесь и была. Всем говорю до свидания и до новых встреч.